Представители знака зодиака Близнецы, здравствуйте, мои дорогие. Второй прогноз, февраль 2025 года. Первые вестники перемен, ключевые события в вашей жизни или главные события. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И, скорее всего, в февраль мы придем к выводу, что или нас обстоятельства, может быть, к этому подведут, что есть в нашей жизни что-то непознанное или необъяснимое. И мы все разные, мы можем быть фаталистами, кто-то, наоборот, не верит ни в судьбу, ни в высшие силы, ни в гороскопы, и прагматик такой сугубо. Но, пожалуй, февраль может сломать некоторый наш шаблон или заставить рассмотреть как раз альтернативную возможность, потому что, обстоятельства так складываются. Это происходит за счет Урана в знаке зодиака Телец, который с февраля месяца переходит уже он в конце января, а в феврале уже это укоренится, он будет в прямом движении. И забегая немного вперед, подобные энергии могут ощущаться не только в феврале, но еще и в марте. И астрологически звездное расписание на всякий случай рекомендует нам пристегнуть ремни, поскольку у некоторых из нас могут такие складываться жизненные ситуации, напоминающие слепой поворот. Когда мы вынуждены совершить этот маневр или резко повернуть, но не видим еще пока, не можем предугадать, что нас ждет впереди. Или что будет за этим поворотом. Давайте узнаем с помощью карт, с чем будет это связано, или каковы три главных ключевых события для вашего знака зодиака. У нас сегодня две колоды. Первая – это колода ангелов-хранителей. Вот какие подсказки от ангелов придут для вашего знака зодиака. И если мы о ключевых событиях, с чем это может быть связано, или главные события, какая главная сфера жизни, чему вам придется уделять внимание, давайте узнаем. А вторая колода, колода добра, которую прорисовала великолепный художник, таролог со стажем и психолог Колет Барон Рид. И карты подаются с позиции позитивной психологии. Мы будем доставать дополнительные карты, если это необходимо. Итак, три карты. Ключевые главные события вашей жизни. 3. Достанем карту неожиданности. Куда же без нее? Те неожиданности, которые или с которыми вы можете столкнуться в феврале месяце. И что вам придется адаптировать, что вам придется организовывать в феврале? Какие возможности, какие двери перед вами откроются? Чему вам рекомендуют уделить внимание? От чего вы можете отказаться или вам придется несколько видоизменить, трансформировать? И достанем карту «Совет» и откроем ее в самом конце. Что же за ключевые события или главные события вашей жизни? Тут какая-то победа, мои дорогие близнецы. Любая 6, мы знаем, второе – это победа или вершина наших действий. Это уже как и успех, и результат. Но шестерка Земли в этой колоде или шестерка Пентаклей, она еще имеет под собой не случайно ангел изображен именно в этой колоде, как помощь высших сил, правда? Или когда складываются удачные обстоятельства, или когда мы где-то поправляем свое здоровье, выздоровление, мы чувствуем себя лучше, более бодрыми, как минимум, больше оптимизма в нас, больше жизненных сил. Но, конечно, помимо этого все-таки Земля, поэтому вопросы благополучия, у кого-то вопросы денег, получения денег самих по себе. Если вы ждали какую-то сумму, она, допустим, как гонорар за проделанную работу задерживалась, скорее всего, она придет. Или ваши дела идут в гору на подъем по части дела, работы, бизнеса, и опять же, деньги как эквивалент приложенных ваших усилий. Вот именно в этих областях вам будет что-то нравиться. Или эта карта выпала первая. С одной стороны, может быть и человек, который к нам приходит на помощь, кстати. Иногда по этой карте тоже проигрывается. Но мы не одиноки как бы. У нас есть именно тот, пусть это будет только один человек, и неважно, у кого-то друг, у кого-то это близкий человек, у кого-то родственник, но есть какой-то один как минимум контакт. Ну и помимо всего прочего, благополучный период февраля. Как раз для своего
личного счастья вы можете сделать что-то конкретное или весомое, осязаемое, мои дорогие близнецы. Давайте посмотрим, что же за второе событие ключевое. А вот смотрите, аркан повешенный. Всегда какая-то пауза, безусловно, идет по этому аркану. И в то же время в этой колоде это одновременно и перспектива. Но эта перспектива не случайно сам ангел себя словно перевернул вверх ногами, чтобы увидеть что-то с другого ракурса. И может быть, кстати, вы кому-то будете помогать. Вот я такое допускаю с учетом первой выпавшей карты. Именно потому, что, ну, каким-то образом или это для вас важно, или это кто-то из ваших близких. Альтруизм проходит именно в этой колоде. Поэтому может быть и такая жизненная коллизия. Но есть еще такое значение, когда мы принимаем, что какие-то обстоятельства в нашей жизни быстро не решаются. И вот это мы можем воспринимать, если мы именно о психологии, о нашем восприятии, мы можем воспринимать как поражение. У меня не получилось что-то сделать. А тут всего-навсего не получилось сделать именно в какой-то период времени. Или в тот срок, который вы себе, близнецы, определили. А карта говорит, что тут ты куда-то не торопись. Тут у тебя будет все решено, но в свое время. Опять же, высшие силы и старший аркан. Когда старшие арканы, всегда на нас влияют обстоятельства. И я уже говорила еще до карт, февраль месяц как раз и может быть связан с тем, что ломается какой-то шаблон. И прежде чем еще какой-то новый отстроится, тоже должно пройти время. Поэтому не устраивайте себе ненужную философию, если прямо в тот момент, как вы себе это запланировали, что-то не происходит. Пауза какая-то именно возможна по от вас независящим причинам. Третье ключевое событие. Но не случайно, наверное, мечи, и вы, близнецы, это стихия воздуха, и у нас рыцарь мечей. И здесь интеллектуал по этой карте идет. То есть тот человек, который готов где-то действовать альтернативным способом. По этой карте мы выбираем как раз альтернативный путь возможностей или какое-то новое направление, потому что мы приходим к выводу, что прежние усилия или наша какая-то методика, или мы проделали какие-то шаги и понимаем, что еще раз те же шаги делать не имеет никакого смысла. Или действовать прежним методом, опять же, нет никакого смысла. Мы делаем выводы. И причем эта карта холодная. Не случайно нам и рыцарь мечей показан в этой колоде среди снега. Но это, видимо, совершенно необходимо, потому что вы хотите что-то осуществить. А выводы нужно делать, основанные на опыте. Так вот, опыт мы, может быть, и сын ошибок трудных нам приходится принимать во внимание, что да, какой-то опыт нас привел к действительному результату, но нас этот результат может не устраивать. И поэтому мы будем рассматривать какое-то новое направление. Вот вы могли задумать, допустим, прежде, в январе, в декабре, может быть, и на начало еще февраля, вы себе построили какой-то план, мои дорогие, вы его будете, скорее всего, корректировать или менять. И причем по этой карте что проходит? Быстрая реакция. Это как раз по вашей части. У вас это очень хорошо получается. И интеллектуал это тоже про вас. Вот теперь мне хочется достать дополнительные карты, с чем это связано. Как какая-то трансформация ваша внутренняя. Это не та, которую, ну вот как давляет что-то или заставляет вас делать. Нет, это опять же, это ваши выводы и опыт, что еще раз какую-то ошибку или еще раз повторить какой-то путь я точно не хочу. Или какие-то мои действия, они не привели, а точнее не привели к результату, но меня результат этот не устраивает, значит, я что-то буду переделывать. С чем это может быть связано? А вот смотрите, еще один аркан повешенный, правда, с тем, что была, видимо, может быть, вами дважды уже какая-то даже ошибка совершена, или проделан какой-то путь, или что-то вы уже дважды попробовали, может быть, первый раз пробовали какой-то метод. Тут у каждого своя будет сфера жизни. Все же, опять же, старший аркан. Но получили тот результат, который вряд ли вас устроил. Вы потом вынуждены были что-то переделывать. И вот, может быть, вы и вторично пробовали,
И опять же, тоже что-то, какое-то либо фиаско, либо опять что-то не получилось. И вот, видимо, теперь на третий раз, это будет в феврале, вы будете переосмыслять, а так ли оно мне надо? Или я признаю, что у меня действительно это поражение случилось, допустим, да, что-то в том контексте, как я предполагал, не пошло. И, может быть, вы придете к выводу, а дай-ка я понаблюдаю, куда-то не торопиться. Вообще карта говорит о том, что у тебя произойдет все в свои сроки. Давайте посмотрим, с чем это связано. Победа будет все равно. Вот посмотрите. Мало того, что 6 пентаклей выпало или шестерка земли, шестерка огня идет в этой колоде, и это абсолютно точная победа. Поэтому вам стоит действительно поменять какие-то методы или рассмотреть альтернативные варианты, и победа у вас в кармане. Вы знаете, это карта уверенности, и еще по этой карте нам говорят о том, что вы будете в центре внимания. Каким-то образом ваша будет сильная позиция считываться людьми. И куда бы вы ни пошли, с кем бы вы ни контактировали, люди будут видеть в вас лидера. Поэтому ваша какая-то задумка, но альтернативная, в новом ключе, новый какой-то совершенно жизненный путь. Вот именно он будет иметь прогресс. Вы на что-то должны решиться, мои дорогие близнецы, правда, потому что уже какое-то из нуля в рогожечку вам надоело. Уже плохо 2 раза было, теперь должно быть хорошо. И, видимо, вот как только вы решились, вот эта победа и приходит. Да, конечно, по огню у нас больше всего проходят сферы жизни. Это дела, работа, бизнес, документы и деньги, опять же. Давайте мы посмотрим, в какой сфере жизни зададим конкретный вопрос картам. Десятка земли. А на кону ваше благополучие, счастье. Ну, где-то и любовь. Потому что наши близкие проходят по десятке земли. Ваше жилище, место вашего пребывания, безусловно, получение денег. Каким образом, где вы, как зарабатываете. Ваше ближайшее окружение вами тоже будет пересмотрено. Тут действительно какая-то трансформация происходит, и вы очень быстро получаете как и победу, и результат. Остаетесь довольны. По сути дела, по десятке земли это такой итог, когда мы счастливы. Когда у нас все в балансе. И деньги, и работа, и чувства, и самовыражение, самопродвижение, самодостаточность. Здесь все, как, знаете, и тыл наш сильный и крепкий, так и перспективы одновременно мы видим. Поэтому постепенно вот что-то нужно переделать, передумать. Или рассмотреть ту возможность, которая как раз у вас придет в феврале. У кого-то это будет связано с какой-то информацией, у кого-то с получением документа. Может быть, для кого-то из вас это ваша эврика. Имеется в виду, это ваши выводы и решимость начать что-то, но в другом совершенно ключе, чтобы быть счастливым или счастливой. И это у вас получится. Ну и астрологически ведь это тоже для вас очень благополучный период. Неожиданности. А вот и правда, подведение итогов и одновременно в этой колоде карт, обратите внимание, там показана девушка, и где-то есть изображение на картах ангела, где-то нет. То есть, если нет, то это вы сами можете решить какой-то вопрос, и вам никто не мешает. Эта вся задача как будто в вас самих сконцентрирована. А здесь нам показан стул, со спинкой стула как будто крылья, да, как бы прообраз ангела. Четверка, точнее пятерка, извините, воздуха о чем нам говорит? Это именно мы признаем собственные ошибки. Мы, может быть, хотели настойчиво сделать по-своему дважды какое-то дело, или чтобы оно развивалось в каком-то определенном ключе, который для вас представлялся наиболее предпочтительней, или вы бы хотели, чтобы шло именно так какое-то дело или продвижение. Опять же, не говорят, в какой сфере жизни. У кого-то будет по работе, у кого-то, может быть, и по личной жизни, может быть, у кого-то по части переезда. Все-таки это направление тоже иногда показывает. Так вот, вы уже попробовали, теперь вы понимаете, или я сейчас потеряю какую-то возможность, именно вы можете это даже ощущать, что у меня сейчас такая веха, этап жизненный, когда
Вот совершу я сейчас или решусь на что-то, и у меня дела пойдут в гору. А если я буду снова где-то оглядываться назад или пытаться опять повторить какой-то прежний шаблон, и у меня опять ничего не получится. Мы полпятерки мечей признаем именно собственные ошибки. С одной стороны, мы можем где-то драматизировать, вот есть такой момент. Но, откровенно говоря, карта призывает нас быть откровенными с самими собой. И это будет означать некоторые революционные буквально преобразования в вашей жизни. Некоторые итоги вы будете подводить. И это не та неожиданность, которая к вам приходит в вашу жизнь совершенно действительно как снег на голову. Нет, тут все неожиданности именно касаются вас самих и ваших решений. Может быть, вы на что-то и должны решиться, чего вы не собирались делать, или вы хотели какой-то вопрос, тему обойти, или решить ее в каком-то другом контексте, но, видимо, обстоятельства будут складываться так, оставляя для вас один единственный вариант. И здесь станет вопрос, да или нет, решаюсь или нет. Я допускаю, здесь, наверное, у каждого по-своему. Давайте я еще достану карты, с чем это может быть связано. Вот такой итог. Пробы и ошибки для близнецов. Что же это за неожиданность? С чем вы можете столкнуться? Что проанализируете какую-то свою прежнюю историю или приложенные прежде усилия. Это о чем нам? Опять победа. Вот правда? Вот стоит только, называется, я поменял направление, да, или поменял ход мысли, поменял свои взгляды, изменил взгляды, может быть, вообще на мир, может быть, и события сложились, и таким образом, что они вас видоизменили. Или вы понимаете и чувствуете остроту момента, а вы быстро умеете перестраиваться. Это очень сильная ваша сторона характера, вашего знака зодиака. И говорят, вот держи нос по ветру. Вот у вам где-то что-то подобное нужно в феврале и делать. И тогда победа, уже дважды нам карты сказали, у вас в кармане. Уже не достаю карты, не мучаю, потому что нам повторяют ту же самую, как истину прописную. Правда, мои дорогие близнецы, можно не знать карт, но вот когда выпадают одинаковые образы, можно делать точные выводы. Давайте посмотрим, что вам придется адаптировать или организовывать в феврале. Свою жизнь, самодостаточность. Денежный какой-то эквивалент вы, правда, получаете. Вы здесь остаетесь довольны. По этой карте идет изобилие, процветание, успех. И вообще, когда мы рады, счастливы, и у нас тыл надежный и хороший, когда у нас дома все прекрасно, когда у нас и в прошлом, даже если были какие-то нюансы, то нас это прошлое не мучает, не тяготеет. Может быть, выводы какие-то вы сделаете, отпустите какую-то прошлую ситуацию и скажете вот так легко: ай, было, да и ладно, уже теперь я другой, и теперь моя жизнь, она совсем в другом ключе идет, или перестраиваться в какое-то другое направление. Мы остаемся довольны по этой карте, когда действительно как радость, покой, взаимопонимание, как и я уже сказала, крепкий тыл. Вот в целом мы как 3D картинку видим. И в прошлом, и в сегодняшнем дне, и в будущее мы смотрим тоже с оптимизмом, что вы будете адаптировать, улучшать свою жизнь, мои дорогие. Качество жизни идет по этой карте. Хорошо, пройдем дальше. Какие двери, какие возможности перед вами откроются в феврале? Наверное, все то, что я говорила по верхним картам. Восьмерка земли или восьмерка пентаклей. И нам говорят только об одном. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Здесь нам показан человек, девушка работящая, которая сама строит свой успех. Вот где-то я об этом говорила. Вы организуете новое качество жизни. И буквально у кого-то, кстати, может совпасть по работе. Какие двери перед вами откроются. И инструкции, кстати, по этой карте выпадают. Поэтому вы можете изучать какие-то документы,
Может быть, некоторые положения по закону, по каким-то регламентам, может быть, и по приказам, смотря чем вы занимаетесь. Это карта профессионала, который строит свою буквально карьеру, строит, опять же, свое будущее. Но есть какая-то детализация по этой карте, поэтому кто-то будет по части документов думать, как оформить какое-то дело или оформить, получить в конечном итоге этот самый документ. И может быть, детализация какая-то или разложите на бумаге, может быть, в деталях, опять же, как тезис-план набросайте, что вы собираетесь делать, что препятствует, или, ну, как разграничьте лист пополам, за и против, что-то вам нужно проанализировать. По сути дела, для вас ведь закрытых дверей нет. Нам карты сказали, тут только одна какая-то может быть сделана ошибка, и то это не ошибка, скорее мы признаем, что какой-то метод не работает, или то, что мы хотели осуществить именно в том контексте, с точкой от А до Я. Это не получится, это не приводит к какому-то результату. Так вот, мы тут что-то передумаем, потом сконцентрируемся и решим какой-то вопрос положительно. Какие двери откроются? Но все те двери, которые могут представлять банки, высокие учреждения, чиновники, какие-то согласования или буквально, если нам говорят инструкции, то там, где мы получаем документы или там, где мы работаем с бумагами, нет для вас ничего невозможного в части согласований каких-то или подписания важных бумаг. Давайте мы узнаем, чему, по мнению карт, вы должны уделить внимание в феврале, что кульминационно. Солнце у вас на пороге. Волшебный расклад, мои дорогие. Это карта счастья, безусловно. Это карта успеха. Это карта и энтузиазма, и жизненной энергии, и сил. Вот у вас сил будет достаточно на все. А еще это у нас карта выбора правильного направления. И направление, причем которое где-то полгода будет проигрываться, значит, нам карта говорит, что то, чем ты занимаешься, вот вверху у нас идет аркан повешенный. Мы говорили пауза. И снова выпадало, когда мы, пусть в другой колоде, снова выпадал этот старший аркан, когда мы раскрывали причину рыцарь мечей, откуда эта карта, что она представляет. Какой-то дважды какая-то была пауза. Так вот, скорее всего, может быть, для кого-то из вас то дело или те двери, которые у вас откроются, и где вы что-то договоритесь, согласуете, может быть, по работе или по документам. Тут ведь и контракты по работе, и соглашения по работе. Может быть, у кого-то по части личной жизни тоже может быть, но больше у вас деловые где-то карты выпадают. Поэтому вот полгода вы будете уделять этому внимание. Что имеется в виду? Вот эти 6 или 8 месяцев для тебя самый знаковый период, вот об этом нам хотят сказать карты. По аркану Солнца это то направление, которому мы больше активности должны уделить в последующие полгода. И тогда у нас потом словно по накатанной какой-то процесс пойдет, и это уже заработает, и мы получим еще какой-то волшебный результат. Поэтому примите этого внимания. Помимо радости, счастья и жизненных сил, энергии, эта карта еще конкретно нам обрисовывает вот этот срок. То есть где-то настройтесь на активную работу 6-8 месяцев, это точно. Еще эта карта, это нашего эго. Да, так тоже бывает. И поэтому вверху, опять же, аркан повешенный. И где-то карта вторично нам говорит о том, что если ты, вот как-то узкоколейно видишь свою задачу и не учитываешь какие-то вокруг положения, ситуации или буква закона, или, еще какую-то составляющую, тогда у тебя опять же может состояться какая-то пауза. То есть эго приходится причесывать где-то, мои дорогие близнецы, быть дипломатом, быть гибче, но в принципе это ваша сильная позиция. Почему? Потому что на кону ваше счастье, на кону ваше солнце. От чего вы можете отказаться или что вы будете переделывать? Ну, скорее вы откажетесь. Вы знаете, тут десятка жезлов– это тот труд или та какая-то рутина, которая нам надоела. И буквально нам прорисовано очень хорошо, что девушка упала практически на стол от усталости. За ней гора немытой посуды. Кто-то может дома
переорганизацию какую-то устраивать, или у вас сейчас очень такой активный период, когда вы, может быть, своих домочадцев несколько переведете в режим, когда не вы будете делать, а рутинную работу нам всегда говорит эта карта. Пусть рутинную работу сделает кто-то другой. Потому что у тебя сейчас, и вот какой-то предмет тут нам как монетку изобразили, но именно подсвечивается, как будто лучи идут. Это вот что-то, то, что оставлено было на потом. Посмотрите, среди чистого стола лежит вот этот, он дорог этой девушке, этот предмет, но до него никак не доходят руки. То есть она все время это оставляла на потом. И вот она думала, что она помоет эту посуду, и вот она как раз этому уделит внимание. И вроде бы она, как ей казалось, она ж не видит, что эта гора выросла вновь. Она не видит этого. Но и вот вроде бы этот-то стол уже опустел, и можно было бы уделить внимание какой-то своей мечте, планам, проектам, но у нее уже нет сил. А вот эта рутина, она снова растет. У вас есть что-то в феврале очень важное, мои дорогие близнецы, когда нужно будет оставить какие-то второстепенные дела, вопросы, или, может быть, для кого-то помощь кому-то, или, я имею в виду, может быть, вы, ну, какие-то обязательства на себя взяли, или когда действительно много какой-то совершенно нецелесообразной работы, отнимающей от вас и времени, и сил жизненных, а вот как мечта, она все ждет своего воплощения, тихо, скучая в уголке. Вот этого быть не должно. Правда, очень красноречивая карта, если мы спросили, от чего вы откажетесь. Вот вы от этой рутины, вы точно откажетесь. Или вы поймете, наконец, что сначала надо делать дела важные, а потом какие-то второстепенные. Или нужно не думать, к примеру. Иногда вот, кстати, очень ошибочный шаблон. Мы все склонны думать, что вот я сначала сделаю что-то первоочередное, а потом это никогда не наступает. А потом как раз наступает наше прозрение, что нужно было начать вот именно с этого. Это было важно. А вот то, что мы посчитали первоочередным, это как раз была рутина. Или то, что не стоило того, чтобы мы все силы потратили в этом направлении. Очень такой тонкий нюанс. Переложите это на себя. Давайте карту совет. У вас на кону не просто солнце, а еще и звезда. И вот в любой колоде Таро есть две карты выбора правильного направления. Карта солнца у вас уже выпала. И я сказала 6-8 месяцев. И вторая карта выбора правильного направления, но не на короткий период, а лет на 10-20, как по Плутону. Это как раз аркан звезда. Это когда сбываются наши мечты. Это когда мы становимся счастливыми. Это когда мы становимся популярными, самодостаточными. Вот все то, что подтверждает эта карта. Это когда, ну, совершенно концепция жизни, качество, опять же, жизни меняется. И карта совет. Вот как раз занимайся только тем, что важно для тебя. Какое-то дело быстро не решится, правда. Может быть и так. Для кого-то из вас это возможность видеть мир. Для кого-то стать популярным, сияйте как звезда. Для кого-то из вас изменить свой имидж, изменить себя. Может быть, выбрать новое направление в плане вашей деятельности, вашей работы. Еще, безусловно, звезда нам всегда это пространство показывают, эфир или интернет. И у кого-то заработки посредством либо интернет, либо новых технологий, что очень символично вашему знаку зодиака. И для вас это прогрессивно. Поэтому, если кто-то сейчас раздумывает, а заниматься мне этим или нет, или скажет, ой, у меня возраст не тот, возраст – это то, что мы формируем только в нашем сознании. Помните, сознание – это тоже шаблон. И вот как раз по Урану этот шаблон должен так немножко сдвинуться или видоизмениться. Поэтому не ставьте перед собой табу. Перед вами открываются большие возможности. Используйте даже февраль для того, чтобы сделать хотя бы один шаг по направлению к собственной мечте. На кону ваше счастье, ваше солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.